Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Вучич сделал сенсационное заявление, ну, как бы сказать, из разряда того, про что все думали, но вслух обычно такое не принято было говорить, о том, что «Северный поток» заработает через год, но перейдет в руки американцев. Можете прокомментировать? Давайте по порядку, о чем говорит Вучич. Причем здесь американцы и известный в узких кругах предприниматель по фамилии Линч. Поскольку настроение у нас рождественское, давайте вот просто его по фамилии Линч и Линч. Украдет он Рождество или нет. Начнем, наверное, все-таки с юридических вещей. «Северный поток-2». Собственник компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии. При этом 100% акций компании Nord Stream 2 AG принадлежат компании «Газпром». Есть ряд долговых обязательств, поскольку 5 европейских компаний вкладывали достаточно серьезные деньги в строительство этой газовой магистрали, которая, напомню, так и не была сертифицирована. Связано это было с тем, что в 2019 году Еврокомиссия задним числом изменила положение третьего энергопакета. Одно из требований третьего энергопакета – так называемый анбандлинг. То есть, если компания владеет газовой магистралью, то она не имеет права по ней отправлять собственный либо импортируемый, либо добываемый газ в объеме более 50%. До 2019 года это правило распространялось на газовые магистрали, находящиеся на территории Евросоюза, то есть от границы до границы. В 2019 году Еврокомиссия решила, что это правило должно распространяться и на газопроводы, приходящие извне. В ответ на что, разумеется, получили судебные иски со стороны компании Nord Stream 2 AG, потому что окончательное инвестиционное решение было принято до того, и, соответственно, задним числом изменение положений законодательства – это нарушение прав инвесторов, что достаточно четко отражено в европейском законодательстве, но суды судами. Тем не менее, Германия, ее блистательное правительство отказывалось сертифицировать газовую магистраль. Задержки со строительством, вы помните, итальянская компания, которая вела строительство по дну Балтийского моря, досрочно ушла. Нам пришлось перебрасывать суда, работавшие в Охотском море, через полпланеты. Но, тем не менее, достроить удалось, сертифицировать не удалось. Дальше последовал взрыв, и через какой-то небольшой промежуток времени после взрывов компания Nord Stream 2 AG известила о том, что прекращает свою деятельность. Швейцарское законодательство работает в его поле, предусматривает в случае прекращения деятельности и отсутствия расчетов с инвесторами, по долгам компании, процедуру банкротства. Срок определен, в течение полугода компании дается время на то, чтобы рассчитаться по долгам, тогда можно спокойно ликвидировать компанию безо всяких проблем. В нашем случае этого не предвидится. Дважды переносились уже сроки. Переносить в третий раз швейцарское законодательство не даст. Соответственно, в феврале, хотим мы того, не хотим мы того, дело о банкротном будет передано в суд со всеми отсюда вытекающими, с распродажей имущества и так далее. Линч подал прошение, просьбу в адрес своего Министерства финансов о том, чтобы ему дали возможность его компаниям поучаствовать в предстоящем банкротном аукционе. Ответа пока не получено, но есть большая вероятность, что он вполне успеет это сделать. Линч известен в России, он работает здесь, естественно, не постоянно, но больше 20 лет, участвовал там в распродажах, перепродажах остатков ЮКОСа и так далее. То есть, с тем, что происходит в России, он знаком достаточно хорошо. Может ли Россия предотвратить? Банкротное производство, дело такое аукционное, предложить цену выше, чем Линч, и наслаждайся счастьем. Будем ли мы это делать? На мой взгляд, ни малейшего смысла в этом нет. «Северный поток-2», он, несмотря на то, что стоил серьезных денег, себя вполне окупил. Если кто-то забыл, как все это выглядело, и все еще верит, что энергетический кризис в Европе настал
После 24 февраля 2022 года рекомендую заглянуть в архивы газовой биржи TTF, газового хаба TTF, и вы с некоторым удивлением обнаружите, что в декабре 2021 года 1000 кубометров природного газа на этой бирже стоило $2000 США. Может быть, конечно, вот эти декабрьские цены 2021 года вызваны тем, что произошло в феврале 22-го, ну, это, пожалуйста, к фантастам. Кризис был. Почему он настал, тоже достаточно хорошо известно. В 2021 году, после достаточно серьезной для Европы зимы, вышли они с запасами в подземных хранилищах на уровне 30%, но нужно было закупать. Ну, традиционно летом закупаем, заполняем ПХГ, чтобы зимний сезон пройти удачно, без треволнений. Поставки начались, но в мае началось аномально жаркое лето. Аномально жаркая погода сопровождается штилем, упала ветровая генерация, резко вырос спрос на природный газ по естественным причинам. Но «Газпром» отказался вести себя так, как хотелось бы Европейской комиссии. Он четко выполнял все договорные обязательства по долгосрочным контрактам. Есть объемы, которые необходимо поставить. Если есть заявка со стороны покупателя, вот в таком объеме и поставляем. Возмущение Еврокомиссии было связано с тем, что «Газпром», который через компанию «Газпром Германия» владел целой сетью подземных хранилищ газа, отказывался заполнять эти хранилища своим газом для того, чтобы выставлять их на биржу. Вы видите, что у нас растет цена. Если 2021 год начинался на уровне $170-180 за 1000 кубометров, то в июне мы наблюдали 600. И возмущением были полны все европейские СМИ. Что это такое, почему «Газпром» не сбивает цену? Ответ «Газпрома» был совершенно ласковый, добродушный. Есть претензии к нарушению мной обязательств по контрактам? Нет. Ну, тогда извините. А почему вы не поставляете? У нас в России спрос растет, вообще свои планы. Не хотим, не поставляем. Есть обязательства. Нарушено что-то, штрафуйте. Нет, ничего не нарушено. Ну, значит, продолжаем, как продолжаем. Окончательное инвестиционное решение по строительству Северного потока-2, когда его принимали, рассчитывали на среднюю стоимость $175 за 1000 кубометров. Ни на 600, ни на 1000, ни на 2000. Пока... И причина была очевидна. Отказ сертифицирования Северного потока-2, в ответ четкое соблюдение договорных обязательств и не более того. И не кубометра сверху. Выросла цена, ваши проблемы, будет лицензия, будем размышлять. А пока по одному единственному Северному потоку такой большой объем поставить мы не можем. В результате выросла цена, «Газпром» заработал прибыль, которая покрывала все инвестиции в строительство Северного потока-2. Так что даже если мы его продадим за любые цены, даже если эти деньги разберут европейские компании, инвесторы в строительство Северного потока-2, мы ничего не потеряем. Так что пункт первый. Ничего не потеряем. Хорошо, мы ничего не потеряем. А что приобретут наши противники стратегически? Линч не является нашим стратегическим противником, поскольку он физическая персона. Что он приобретет? Возможность приобретать газ. Наземная инфраструктура Северного потока-2 находится на территории России. Она, естественно, не продается, поскольку является собственностью не Nord Stream 2 АГ, а «Газпрома». Линч получит трубу, которая лежит на дне, которую можно отремонтировать за сумму, которую сейчас оценивают в 600 с чем-то миллионов евро. Отремонтировать возможно в том случае, если компания Линч становится собственником магистрального газопровода, четко выполняются требования третьего энергопакета, сертификация будет получена мгновенно. Линч не является собственником газа, но он является собственником газопровода. Ваши правила анбандлинга соблюдены до последней запятой. Да, вот я об этом же и говорю. Газ-то все равно идет по определенному направлению. Не, ну можно, конечно, вообразить себе что-нибудь фантастическое, настроение рождественское. Вот где-нибудь посреди Балтийского моря Линч построит искусственный остров, доберется до трубы, к этому острову он будет пристыкован регистрационный терминал и будет закачивать туда СПГ. Чушь? Конечно, чушь.
Для России не изменится ровным счетом вообще ничего. Есть указ президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года, Газ за рубли. Да. трубопроводный газ за рубли, не касается СПГ, а именно трубопроводный газ за рубли. И нам, в принципе, абсолютно все равно, кто именно закупает газ и с какой целью. Есть рубли на счету, получите определенный объем. Как договорились, по цене столько и получите. Нет рублей, нет газа. Будет это покупать Линч, молодец. Будут это покупать европейские фирмы, с которыми он подпишет договора о транзите. Есть рубли, есть газ. Нет рублей, нет газа. Читайте Ильфа и Петрова, там эта формула прекрасно сформулирована. Утром стулья, вечером деньги. Ну и так далее. Слова о том, что это будет некий контроль над Россией, ну хорошо, сейчас объем поставок по Северному потоку-2 равен нулю. В том случае, если он больше нуля, Россия выигрывает. Если он остается равным нулю, Россия ничего не проигрывает. То есть проиграть в этой ситуации просто нельзя. На мой взгляд, разрешение Линч от Министерства финансов получит либо после инаугурации Трампа, либо до инаугурации Трампа, потому что вне зависимости от того, кто именно является президентом США, президенты приходят и уходят, а величие политического деятеля Виктории Нуланд вечно. Виктория Нуланд в 2014 году на площади Майдана в городе Киева высказала кратко, но емко план действий Соединенных Штатов. Всего два слова, но очень значимых. Второе слово не было словом «Раша». Вторым словом было слово «ЕУ». На мой взгляд, в том случае, если американская компания, Дэвид Линч связан с новой администрацией, он вносил весьма серьезные суммы на избирательную кампанию мистера Трампа, так или иначе, в лице Линча или в лице какой-то другой компании, Соединенные Штаты получат возможность контролировать объемы поставок газа в Европу. С учетом того, как выглядит наземная инфраструктура Северного потока-2, он после выхода на берег продолжается в сторону Чехии, проходит территорию Чехии насквозь. Иначе пришло, если строить в пределах Германии, то там пришлось бы делать изрядный крюк, больше 1000 километров, короче, было насквозь пройти. Там есть соответствующие газоотводы в сторону Словакии. Со времен Чехословацкой социалистической республики газовая система едина, несмотря на появление новых государственных границ. После того, как газопровод возвращается на территорию Германии, есть газоотвод в сторону Австрии, в сторону хаба Баумгартен. С хаба Баумгартен трубопроводы уходят в сторону Южной Европы через балканские страны, в Грецию и вплоть до Италии. Соответственно, если Линч контролирует вот такой поток, на мой взгляд, вполне уверенно он себя чувствует. То есть в зависимости от того, как ведут себя компании, а может быть даже не компании, а государства, на территории которых эти компании зарегистрированы, вот такой объем газа они и получают. Или не получают, если ведут себя плохо. Плохо себя вести нехорошо, потому что формула Виктории Нуланд должна действовать. Нельзя Соединенным Штатам опускаться до того, чтобы не выполнить завет великого политика. Так что формула будет соблюдена. Будет это выгодно России? Время от времени, да. По крайней мере, до той поры, пока не будет выполнено поручение Владимира Владимировича Путина в адрес правления компании «Газпром» в сентябре. По окончании Восточного экономического форума президент России потребовал от нашей компании предоставить десятилетний план развития. И в том случае, если весь газ, поступающий на берег Балтийского моря, будет разобран на другие проекты, ну, вероятнее всего, поставки прекратятся от слова вообще. Через какое время нам это станет выгодно, сказать сложно. Любые газовые проекты требуют серьезных инвестиций и времени на их реализацию, но я очень надеюсь, что рано или поздно это произойдет. Напомню, что на день сегодняшний на бережок нашего Балтийского моря приходит наземная инфраструктура, которая приводила газ с Северного потока, 55 миллиардов кубометров.
Цела вся инфраструктура, которая приводила газ для Северного потока-2, еще 55 миллиардов кубометров. У нас есть возможность на берегу Балтийского моря формировать целый кластер газоперерабатывающих предприятий всевозможных. Будет ли это производство СПГ или еще чего-то, вариантов на самом деле много, поэтому и требуется план развития. Но вот этот огромный козырек, нависающий в виде 110 миллиардов кубометров газа, ну, надо что-то решать. Мы не для того строили наземную инфраструктуру, чтобы она бездействовала. Понятно, что, конечно, можно продолжать все, что касается программы газификации, но 110 миллиардов кубометров в Ленинградской области, ну, если она их будет потреблять не для переработки, а для самой себя, но она, наверное, приподнимется над поверхностью планеты метра на 2 и будет парить на этой газовой подушке. Это не самый рациональный вариант. А если учитывать, что у нас не работает, еще есть магистральный газопровод Ямал-Европа, это еще 33 миллиарда кубометров. Если вспомнить, что далеко не на полную мощность теперь работает система магистральных газопроводов «Северное сияние», через которую в советские времена газ приходил в республики Прибалтики, в Белоруссию, в Калининградскую область. А на день сегодняшний, какую бы смешную Прибалтика как потребитель газа не выглядела, но тем не менее освободилось порядка 3 миллиардов кубометров мощностей, не используются. Прекращены поставки в Финляндию. Это в среднем по году порядка 5 миллиардов кубометров. То есть вот еще 8 миллиардов кубометров. В связи с тем, что на полную мощность вышла белорусская атомная электростанция, потребление газа в Беларуси снизилось еще на 5 миллиардов. То есть, если посчитать все наши газовые магистрали в западном направлении, то в общей сложности не работает 2 раза по 55, 2 северных потока 110, 33 Ямал-Европа, ну и, грубо говоря, высвобожденные мощности где-то на 12 миллиардов кубометров северного сияния. Колоссальная совершенно величина и колоссальная возможность для того, чтобы организовать себе на территории, ну, не знаю, если говорить о комплексном развитии России, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, свое большое красивое Абу-Даби. Да, хотелось бы, прям я размечталась, вот, но вряд ли это будет. Хотя Ну, посмотрим, надо верить в чудеса. Вот. будем смотреть, я не вижу ничего невозможного. Понятно, что это не будет быстро, но такие возможности есть. А все остальное мы будем ждать, что мы увидим от «Газпрома». Если увидим, потому что в тех условиях, в которых мы находимся, рекламировать то, что мы собираемся делать, ну, наверное, не самое Не правильное стоит. решение. Да. Правильнее сделать, а потом сообщить, что, смотрите, вот оно уже работает. Мы тут не заметили, оно случайно само выросло. Ну, пока что я вижу политические дивиденды, которые приобретет новый президент Америки в связи с этим шагом, потому что популистские заявления обязательно последуют, и это выглядит как то, что раньше этот пирог делили без США, а теперь вместе с США будут его есть. Да, и тем самым мистер Трамп подтвердит, что он верен заветам Виктории Нуланд. А это, я думаю, дает большие шансы на то, что и следующим президентом станет тоже республиканец, потому что кто лучше всего соответствует требованиям Виктории Нуланд, тот и молодец. На Так этой что оптимистической Виктория ноте, с да? нами. На этой оптимистической ноте мы этот эфир заканчиваем и ждем вас в наших новых эфирах. Всем спасибо за внимание, всем наилучшие пожелания, всего доброго.